Привет, друзья! Приветствую вас на своем канале Мир автотехники. И у меня на обзоре, как я уже говорил ранее, будут еще легендарные автомобили СССР, которые оставили свой след в истории автомобилестроения. ГАЗ-21 «Волга». Эта модель, пожалуй, наиболее красивая в среднем классе. Первые модели сошли с конвейера Горьковского автозавода в 1956 году. Всего было выпущено около 60-40 тысяч экземпляров. Внешне «Волга» напоминала популярные на то время модели «Шевроле» и «Форды». На автомобильных дизайнеров явно оказал влияние модный на то время авиационный стиль. Механика автомобиля была вся в собственной разработке. Первые серии автомобиля получили модернизированный двигатель «Победы», а спустя год был заменен мотором ЗМЗ-21А. В 1959 году «Волга» претерпела значительные изменения. Поменялась форма передних крыльев. Радиаторная решетка приобрела вид акульей пасти. В салоне обновилась приборная панель. Первая серия автомобиля составила всего 30 тысяч экземпляров. Вторая серия уже насчитывала 140 тысяч машин. В третьей серии «Волги» были изменены очертания радиаторной решетки на так называемый китовый ус. Внутри салона сменили отделку на более долговечную. Добавили декоративные детали. Изменился и двигатель, его мощь возросла до 75 лошадиных сил. В третьей серии выпустили 470 тысяч машин. ГАЗ-24 стал преемником ГАЗ-21. Многие эксперты-автомобилисты даже считают эту машину одной из самых знаменитых в истории советского автомобилестроения. Автомобиль увидел свет в 1967 году, за 3 года до окончания выпуска ГАЗ-21. За весь период было выпущено без малого 1,5 миллиона экземпляров. ГАЗ-24 являлся показателем благополучия и заветной мечтой советского гражданина. Большая часть автомобилей уходила по распределению госучреждения, таксопарки и на экспорт. «Волгу» могли позволить себе только обеспеченные люди, кто только не мечтал о черной «Волге». Стоили по сравнению с москвичами и «Жигулями» очень дорого. «Волги» выпускались в нескольких модификациях, самой распространенной был седан. Универсалов было меньше, и почти все они шли на нужды народного хозяйства. Подобно своей предшественнице ГАЗ-21, модель имела 3 серии выпуска. Первая серия отличалась длинным молдингом под радиаторной решеткой и габаритниками, расположенными на венткладках задних стоек. На второй серии добавились клыки на бампере. Были установлены противотуманные фары и галогеновые передние фары. Внутри салона появилась отделка под дерево. Спинка заднего сиденья обзавелась подлокотником. Третья серия появилась в результате глубоких конструкторских и дизайнерских изменений. На автомобиле установили усовершенствованный силовой агрегат ЗМЗ-402210 мощностью 100 лошадиных сил. Уже имелись электроподогрев задних стекол, дверные ручки утоплены были в корпус, и была установлена новая пластиковая радиаторная решетка. ВАЗ-2101 «Копейка» – автомобиль-легенда, самая народная машина в СССР. Была любима не только у себя на родине, но и в так называемых странах соцлагеря. Копейки-лимузины до сих пор используются на Кубе в качестве маршруток. За основу дизайна модели был взят итальянский «Фиат», конструкцию которой внесли более 800 изменений, многие из которых оказались настолько хороши, что те же итальянцы использовали их в процессе выпуска последующих своих автомобилей. Единичка, как называли в народе 2101, была для советских автолюбителей машиной революционной, выпускалась на Волжском автомобильном заводе с 1970 по 1988 год. Среди нововведений усиленный кузов, усовершенствованный с 1,2 литровый двигатель мощностью 64 лошадиных сил. Также была полностью заменена задняя подвеска, увеличен клиренс, в салоне появилось полноценное отопление. Последнее особо было оценено советскими автолюбителями, которые узнали, что морозы в машине может быть тепло, а запуск двигателя зимой может и не требовать особенных усилий. Кроме того, дисковые тормоза были заменены на барабанные. Такая конструкция подходила для отечественных дорог.
Так что русификация итальянского Fiat 124 оказалась полезной и для самого концерна Fiat. Итальянцы получили уникальные сведения о надежности своих машин. Новый вазовский автомобиль, более легкий и динамичный, был любим спортсменами и специалистами автоспорта. С конвейера в Тольятти сошло 2,5 миллиона копеек, а если считать со всеми модификациями, то более 4,5 миллионов копеек. Даже сегодня можно встретить копейку на дорогах. Недаром копейка в народе прославилась своей неубиваемостью и надежностью. ВАЗ-2108, или как говорили в народе, «восьмерка», была первым переднеприводным автомобилем. Она пришла на смену ВАЗ-2101. Для отечественного автомобилестроения это была революционная модель. До этого все модели ВАЗ были заднеприводными. Некоторые узлы автомобиля разрабатывались при сотрудничестве компаний УТС и Porsche. За свою необычную форму передней части капота машину сразу же окрестили зубилом. Легендарность этого автомобиля связана с криминалитетом перестроечных лет, который предпочитал именно эту переднеприводную модель с хищным экстерьером. Из-за своей резвости она стала идеальной машиной братков. Этот автомобиль выпускался на Волжском автомобильном заводе с 1984 по 2004 год. Из-за того, что автомобиль был переднеприводным, сотням тысяч автолюбителям пришлось заново учиться водить машину. До этого ни у кого не было попросту опыта управления таким автомобилем. ВАЗ стал первым и главным советским автомобилем с приводом на переднюю ось с поперечно установленным двигателем. 1,3 литра мощностью 64 лошадиных сил. В свободную продажу «восьмерка» пошла в первой половине 1985 года, а вскоре выбор переднеприводных машин с поперечным расположением мотора расширился. Аналогичную компоновку использовали на компактном хэтчбеке ЗАЗ «Таврия» в 1987 году и на микролитражной «Оке» 1988 года. В 2004 году автомобиль был заменен моделью ВАЗ-2113. Во второй части моего ролика, посвященной легендарным автомобилям СССР, я рассмотрел еще несколько машин. В следующем заключительном ролике я расскажу о еще значимых автомобилях СССР. Пойдет речь о ВАЗ-2121 Нева, ЗАЗ-965 Запорожце, УАЗ-469 и Москвиче-412. Если мой ролик вам был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Желаю вам всего хорошего. Пока-пока.